ви навіть не знаєте, що це таке. Ні. Маленький пункт незламности. Цены не написаны, это надо узнавать. 369 гривен пол-литра. Начнем с дорогих копченых колбас. В общем, вот мы. Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий, со мной Лада. Сегодня у нас экономический блок. Не беспокойтесь, мы не будем вам рассказывать про котировки на лондонской бирже. Мы сегодня хотим вам показать цены на рынке и цены в супермаркете. Цены на еду. Это сейчас тоже очень интересно. Цены все время подрастают. И у нас сегодня как бы такая еженедельная закупка. А в конце видео мы вам расскажем, что? Что? Сколько мы потратили за месяц? Да, мы хотим посчитать, сколько мы денег потратили на еду, вообще на проживание за прошедший месяц. Ну, я думаю, тоже интересная информация для того, чтобы понимать, какие расходы сейчас у украинцев, что украинцы себе могут позволить. Дело в том, что мы не можем рассказывать за всех, а можем показать только то, что мы тратим. Ну, сегодня не базарный день, поэтому... Поэтому ты боишься, что здесь не будет всего. Ну, сейчас посмотрим. Я хочу купить сало. Я вообще хочу узнать цены на сало, на мясо. Говорят, сало сейчас дороже, чем мясо. Что у вас тут воно стоит? 250, да? А мясо? А мясо це 160, то есть дешевше, ніж сало. Свинина, так? А чого воно так? І биточок ось 160 зважить. Ну що, зважить якось? Бомбезно, сама ось їм, бачите? Домашню. Мягенька. Вкусно. Давайте мені оцеї ребрышки. Ребро, як хочете, по 170 ще ошеючок вам. Ошеючок на все піде. Хочете запечете, хочете 180, 170. Ну, ціна гарна, да? По такій ціні Ні, мабуть, це дуже багато буде. 640 багато. 640 це дуже багато, так. То це за 800 це заберете, ще вступає. Це дуже багато. Мені сало стільки грошей немає. Хочете, це дуже хороше. 220, 230, есть за 200. Говядина 200, 220 средняя цена. 220, так? А оце ребрышки? 140. 140, ага. Есть баранина еще есть. Там ви що? А баранина скільки? 230 230. и 200. Ребро 180, а смотря шурики. 230, 240, задняя часть 240, лопатка 220. Ну, я Добре, да. уже мы в следующий раз, потому что уже... Ну что, сало 220 гривен. Капец. Самое дорогое, да? А из всего? почему? Потому что оно хранится без этого, Без без холодильника. холодильника, и оно может лежать долго, в отличие от мяса, которое может пропасть, в принципе. Ну, в общем-то, сало. Карасики. Эти 80, эти 60, а эти 90. Ревизор. Ага, то есть маленькие 80, Эти 60 не чищены. а 60 не чищены, а эти... 90. Так это ж короб. Карась и кровь. Ого, карась. А ты что, разбираешься еще? Где короб, где карась? Ну, Ничего вроде себе. похож По на... размеру. Немножко разбираюсь. Чуть-чуть, да, ну похоже. Так, а почему у вас вот это? Это сюда. Судак сколько стоит? 180. По 80, 180 килограмм. Можно да? 250 почищено на стейке, это красиво. А короб сколько у вас? 200 уже почищено. 200 почищенный, а не почищенный. А его нету. А сколько вообще есть? 120. 120 сейчас, да? А это ж толстолобик сколько стоит? 65. 65. Такие цены на рыбку у нас, да? С овощами, видишь, сложнее, мороз. То есть овощей здесь почти нету, потому что если их выставить, они померзнут. Плюсовая температура. Сегодня, кстати, минус 4 у нас. Ага.
в Ирпене, поэтому, скорее всего, нам придется за овощами идти в супермаркет, да? Почем картошечка? Это у вас такая вся, да? 10. По 10, да, маленькая такая. А лучок почем? 40. 40. Лучок дорогой. 40, 10, Так, ну что, смотрите, вот ряды овощные, они практически пустые. Мед стоят, там продают люди. Короче, овощи в супермаркете. Да, много. теперь мы тогда... Я надеялась картошку купить. Яблочки в какой цене? Яблучка по 20, це осталися голден. Трошки осталось. Гарбуз дуже А сладкий. почему гарбуз Гарбуз теж по 20. по 20? Але дуже солодкий, дуже, не будете жаліти. Орішки, це своє. Рынок пустой, но картошка есть по 15. Я думаю, в супермаркете дешевле будет. В общем, мы идем за овощами в супермаркет. И еще давай посмотри, почем мед. А мед яку ціну у вас? Яку баночку? Ну, ось який мед і скільки? Літрову. Ні, Різнотравний, різнотравний, ріпаковий. Оце акація з глодом, оце гречка. Так, скільки коштує оце, допустим, літрова баночка різнотравна? Це 360 гривень. 360 такий гривень, а півлітрова? коштує. 180. А така маленька? Оцей 210, оцей А 90. що 210? Така маленька баночка 210? Ой, 110. 110, Є. ага. Це гречаний мед. Оцей 90 гривень, Ага, оцей 100 гривень. 100 гривень. Такі ціни. Це ваш мед, так? Да? Це моє все. Це ви Пасіка все, моя, да, ви можете пасіка. попробувати, сподобається, навіть купити можете. А скільки коштує оце Пилок? пилок? Ага. Ви навіть не знаєте, що це таке. Ні, я знаю, це пульця, я просто на російській знаю, на український пилок, бачиш? Ага. А ви скажіть, скільки вона коштує? 200 гривень всього 200. лиш. Всього лиш 200 гривень, блін. Давайте ми для проби візьмемо у вас оцю баночку меду гречаного, маленьку. Добре? Маленьку, так, О. так. А тоді вже Ну, будемо хочете, лікувати. Це для вас. Так, а от які це? Есть еще всякие электроприборы, строительные материалы, генераторы. Но ты понимаешь, Давай спросим, почем, это же интересно. цены не написаны, это надо узнавать. Ладно, мы с тобой отдельно сделаем видео про генераторы. Пока могу только сказать, что они здесь есть. Это очень большие, для квартир не годятся. Это такие, которые сильно шумят. Сегодняшнее наше видео посвящено чисто продуктам, потому что если мы все вместе начнем показывать, то это будет бесконечно длинное видео. Скучный ты, Виталик. Так, друзья, уезжаем с рынка. Что мы здесь купили? Мы купили здесь мясо Баночку меда маленькую. и все. Слушай, Но мясо мы не купили на 800 гривен, как там я показывал. Мы потом переполовинили, мы столько не съедим, да и вообще надо же экономить. Вышло на 600 гривен, да, мясо? на 600 С салом гривен вместе. мясо. Сало, ребра и кусок какого-то ошейка, да? Ошеек, ребрышки и кусочек сала. То есть, ну, нормально. Так, я думаю, нам этого хватит, наверное, на месяц. Ирпень красивый. Не хочу никуда отсюда уезжать. Тут так все По-домашнему. по-домашнему. Идем по заснеженному Ирпеню, хотим найти себе по чашечке кофе. Тут есть Кулиничи, есть какая-то еще вон кафешка. Где-то можно будет купить себе чашечку. У нас уже 2 недели не было ракетных обстрелов. Люди уже как-то даже воспрянули, начали жить как в мирное время. Хотя все, конечно, ждут и опасаются. Так, Кулиничи, все Кулиничи. А по-моему, нет, есть посетители. Возможно, можно. Света-то нету. С кофейком оказалось трудно. Нету света в городе. Продавать продают что-то там вкусненькое, но попить кофе не на чем закипятить. Ну, можем спросить и здесь, но я сомневаюсь. Вот так вот.
лишили нас единственного наслаждения в жизни. Чашечки кофе. И тут дальше я должен был говорить злые слова, но я промолчу. Американо з молоком. Так а як ви готуєте без світла? А покажіть нам. Це тепло. Газовий балон, плитка, і в турки робимо каву. Ага, грієте на газу, так? Да. Можна подивитись? О, така система. Буду до вас ходити. Да, у нас сзади у вас. А це у вас буржуйка? Так. А куди труба виходить? Туди. Все, будемо знати, куди ходити. Це маленький пункт незламності. Тут є акумулятор машини і від нього живиться оцей ліхтарик, чи як це називається. Ну, ліхтарик, так. Одна лампочка. Тут тепло, буржуйка, можна приходити, грітися. Так, погрітися, чайок, кава. Так що заходьте. Класні. Зараз я покажу, де це знаходиться. Так, це вулиця Університетська. І тут напроти Япона-Мать, номер я не знаю який. Хто знає Ірпінь, той зрозуміє. Взяли по чашечке кофе, там сварили нам прямо в турочке, вот как положено, на газу. И что мы выяснили? Сейчас, оказывается, воздушная тревога. Все-таки взлетели где-то какие-то самолеты, и, возможно, будет сейчас массированная атака. Ну, пока неизвестно, но надеемся, что... Пока немножко поживем мирной жизнью, пока нас не обстреляли, пойдем в машину, попьем кофе. Живем настоящим моментом, пойдем. Сейчас мы приехали к Новусу, но у нас здесь не только Новус, у нас здесь два супермаркета. АТБ с той стороны. Мы, конечно, больше любим ходить в АТБ, но я смотрю, там сейчас нету света, и, скорее всего, он сейчас не работает, поэтому мы сейчас пойдем в Новус. Хотя он дороже. Но посмотрим цены, сравним. По-моему, Новус у нас единственный супермаркет, который работает постоянно на генераторах. В то время как все другие отключены. Ну и хорошо, что есть хоть где-нибудь можно вот так вот зайти и купить себе еды. Очередь в банкомат. Ничего себе очередь. Вот это да. Ты видела, какая очередь в банкомат? Люди, наверное... Да, наличка, потому что не везде можно расплатиться. Света Картой нету. сейчас. И все хотят просто снять деньги, чтобы можно было как-то вообще жить. Ну и смотри, уже к Новому году здесь оформляют, елочки продаются. Война войной, а Новый год по расписанию, да? Ну вот шампуни давай. Это шампуни? Любимый шампунь. 109 гривен. Вот мы таким пользуемся. Маленький, да, который? Это маленький 109, да? Сколько же большой стоит? Ну, в 2 раза больше обычно. Вот, 134, вот большой 134 глиз, да? Просто цены. Так, Лада считает, что нужно показывать все. Маска для волос 359 гривен. Это для женщин. Да, самый дешевый шампунь, вот если брать самый-самый такой дешевый, я вот думаю, что вот за 60 гривен какой-то у нас, вот 60 гривен, есть вот такой вот 60 гривен, зеленая аптека, может быть кто-то пользуется. Вот, но дешевле я не вижу. Но это в Новусе, может быть где-то есть еще дешевле. Ну, в любом случае, смотри, все на полках забито, все есть. Самое котирующееся из ценных бумаг, обуховская. Это тоже 10 то есть гривен. получается, она была 3, потом 5, теперь 10. Смотрим, сколько стоит зубная паста. Вот мы пользуемся Лаколот, 69 гривен. Это еще очень хорошо, типа знышка, да, было 84.
Ну, это Вот, маленькая это упаковка. маленькая, большая 292, 144. Так, самая дешевая зубная паста у нас, я вот вижу, 58 гривен. Это самая дешевая, да? Дешевле вроде бы нет. Ну вот еще Аквафреш, 54 гривны, это самая дешевая. Самая дорогая зубная паста получается вот 300 гривен, какой-то Марвис, мы даже никогда не пробовали. Мы бедные по сравнению, может быть, с другими. Так, ну что, прокладки, вот, покажи, сколько стоят вот женские прокладки. 29 гривен, 41, ну вот такие более-менее. Нам надо картошка. Картошка здесь стоит, смотри, 11, 12 гривен. Но картошка плохая. Это плохая картошка. Давай выберем сейчас немножко. Друзья, мы показываем цены в гривнах, потому что если я буду тут каждую цену вам на экран писать в долларах, это будет очень долго. Поэтому вы можете считать так. Вы берете цену в гривнах, умножаете на 0,027 и получается цена в долларах. Кстати, что я хочу сказать, в отличие от АТБ, в Новосе дешевле цены на овощи и фрукты, чем в АТБ, и они качественные. Вот, допустим, помидорчики, смотрите, 100 гривен. Такие, это самые дешевые помидоры. Самые дорогие 139. Ну, то есть, перец 124, вот такой 145. Ну, конечно, цены дорогие, но мы такое не можем себе позволить. Пошли фрукты. Пойдем посмотрим. фрукты, яблочки. Мы покупаем картошку, морковку И лук. и лук. А все остальное просто смотрим. Бананы. Так, хурма 70 гривен. Сейчас она как раз ходовой продукт, тоже для витаминов. Яблоки по 18 гривен, это недорого. Ну вот Джонатан Гол 15-16 гривен можно взять. Они, в общем-то, неплохие. Да, посмотрим, может еще дешевле. Ну, как бы, ты знаешь, вот мне эти больше нравятся. Здесь, цены дешевле 15 и нет. Ну, вот еще за 15, но они какие-то маленькие, не знаю, тебе вроде интересно. Самое дешевое, самое неплохое яблоко, это вот смотри, 12 гривен Golden. Оно, в принципе, сладкое, можно даже на пирожок его использовать, если пирожки с ним. Они когда желтые, они очень Они вкусные сами по вкусные, себе. да. На рынке 20 гривен. Дороже Здесь- на рынке. Дороже, а здесь 12. Наберем таких, да? Ой, какие вкусности. Но от этого полнеют. Давайте посмотрим цены на социальный хлеб, самый простой. Вот именно где-то здесь. Самый простой хлеб, вот, да, он так урезанный, вот. 30 гривен. 32 гривны. 32 гривны такой вот черный хлеб нарезанный и батон. Батон не видно пока. А вот хлеб горчичный стоит еще дешевле, 24. А батон, Батон нарезанный 12. это половинка батона. Сейчас смотрите, а батон 22 гривны, вот такой, тоже нарезанный. Это касаемо дешевых хлебов, так сказать. Оно есть чуть подороже. Видите, всякие, которые долго не засыхают. Ассортимент очень большой. Всякие хлеба есть на любой вкус. То есть, смотрите, нету света сейчас у нас, но как-то пекарни работают, пекут хлеб. Я даже не понимаю как. Хлебом все завалено, то есть света нету, но все есть. Но пока. все есть, да. Вот мы любим вот такие булочки. Мгм. И сколько такие булочки стоят? Такие булочки стоят 14 14 гривен. Вот. гривен. Нам, кстати, на неделю хватает вот этой Да, пачки очень булочек. даже лучше, чем они купили всегда. И есть еще такая выпечка здесь местная. 7 гривен одна штучка. Эксклюзивные изделия. Они особо вкусные, мягкие, всегда свежие.
Видите, такой батон, вот социальный батон, 20 гривен стоит. Но это, кстати, батон местного изготовления, он очень пушистый. Яйца по 5,46. Это считается очень и очень хорошая цена. Ну да, недавно они все были Да, по 7 да. гривен штучка, а теперь уже вот по 5,46 Я это думаю, что нам надо взять лоток. вот такой, да? Да. Ну, стар. Потом замотаем его как-нибудь. Так что можно. Такой персонал классный. Парень пошел нам замотать вот этот лоточек. То есть это тут Знаете, какая смешная рыбка? Она следит за нашими пальцами. смотри какая. Можно съесть акулу даже. Приблизительно цены такие же, как Плюс-минус, и на да? плюс-минус, Гривен как 10 и на туда. рынке. Но тут, смотри, тут тепло, тут она как бы свеженькая, такая красивенькая. Мне кажется, даже рыбу тут Ну тут комфортнее покупать однозначно, да? И выбор выбора побольше намного. больше, она как-то выглядит поприличнее. Ну, мы берем более-менее такую среднюю, да, цену. Живой короб 126 гривен. Смотри. Короб, который не живой, стоит 169 И он гривен. почищенный уже. Он почищенный, он потраный, то есть, без потрохов. Ну давайте посмотрим еще. Живая форель 200 гривен килограмм. Живой остер 369 гривен килограмм. Ну и живой короб мы уже показывали 126. Вот он, живой короб, наверное. Я, честно говоря, вообще в видах рыбы не разбираюсь. Вот в чем, а в рыбе точно не разбираюсь. Селедка, смотрите, 8,99 это 9 гривен за 100 грамм, а за килограмм получается 90 90 гривен. гривен, да. Рыбка 30 гривен, селедка. Вот Одна самая рыбка. дешевая. Это самая дешевая рыбка, которую можно купить. И она довольно-таки вкусная. То есть, кто любит скумбрию, может, кто любит там красную рыбу. Но если в ней денег нет, то вот шикарно. Так, начнем с дорогих копченых колбас. Смотрите, 83 гривны за 100 грамм, это 830 гривен килограмм, да? Вот 960 гривен килограмм, вот такие колбасы. Это самые дорогие. Давайте переметнемся сразу подешевле. Вот еще дороже. Это за килограмм или это уже за палку Нет, колбасы? это за палку колбасы. Вот эти вот цены, это за палку колбасы. Вот, пожалуйста. Видите, такая палка колбасы будет Да. 177 гривен. Вот такая будет 269. Ну и давайте тогда подешевле поищем что-нибудь такое. Не знаю, вот кусочек уже взвешенный, колбаса украинская. 76, 90. Вот такая вот неплохая, кстати, колбаска. 46 гривен за 100 грамм. Здесь сколько у нас? Это за 100 грамм уже, да? Да, это Видите, за как 100 всё грамм. хитро То есть, устроено. да, тут Где-то за палку колбасы, где-то за 100 ты тут грамм. расслабился и взял эту колбасу, а у тебя тут хоп, Да, и уже у тебя на не кассе у тебя- 46, а 100. да. Да? Давай еще более дешевую колбасу посмотрим. Смотрите, вот здесь уже за 100 грамм Да, тут 34. будет где-то 80 гривен вот такая. вот этот кусочек, 80 гривен, да? Так, а этот кусочек, я думаю, он будет здесь 350 грамм по 34, считайте, будет Ну, больше около 100, 100 гривен. больше 100 гривен, вот Районе такой, 100. такой сервелат, да? Так, ну вот, цены за 100 грамм показываю, видите? Сейчас мы перемещаемся к более дешевым колбасам.
Вот такие, это уже какие-то сосиски. Вот такие колбасы, это докторская. Видите, докторская, здесь уже, кстати, написана цена именно за вот эту палку. 114. 114 гривен. Ну, вот такая тоже неплохая колбаса, но она сколько она будет стоить? Цена за 1 килограмм 219 гривен. Ну, сосиски, вот 300, ну, сосиски 100 гривен. По 100 гривен, да, получается? Вот самый дешевый 52, но сосиски бывают интересные такие, что их вообще, они бывают такие, что их есть просто невозможно, это какой-то зельс, поэтому Ну да. Нужно... покупать самые дешевые надо знать, такие хорошие, бывают дешевые, хорошие, но бывают ужасные. Сейчас вот все рекомендуют, покупайте консервы, покупайте там то, что Долго хранится. долго хранится. Вот цены на консервы. Вот, сардины. Сардины 60 гривен, баночка. Да, печенка трески 229. Что тут еще есть у нас? Ну, это тут какая-то непонятная сардина тоже. Какой-то паштет 60 гривен. Ну, мы такое, конечно, не покупаем. Пышкова наш это. А заметь, как мало консервов. Да, выбора не очень много. Ну, кстати, они бывают такие плохие. Мы купили консервы еще в феврале прошлого года. И одну из банок открыли, там тушенка была. Мы не смогли ее есть. Вообще ужасная на вкус. Ну, какой-то ассортимент есть. В общем, Ну, выбор... кстати, консерв мало. Видно, именно консервы разобрали. Если мясо не берут, то это... Да. Ну, вот консервированный горошек. 37 гривен баночка. за 32. А вот тебе, пожалуйста, 89 гривен, вот такая баночка. Помидоры. Вот такая баночка, 87 гривен. Сколько у меня таких баночек дома? А, я не знаю, ты Очень закрывала. много. Да. Мы летом снимали видео о том, как мы консервируем огурцы и помидоры, и нам они обошлись, конечно, гораздо дешевле, чем вот это вот. Я думаю, мы вам покажем наши запасы дома. Вот икра. Сколько стоит икра? 45 гривен баночка икры неженской. 45 гривен баночка. Так, друзья, ассортимента товара очень много, мы не можем все показывать. Давайте просто, ну, чуть-чуть по сырам пробежимся, приблизительно, например, да, какой-то сыр. Посмотрим, вот нарезанный уже, да, 85 гривен стоит 150 грамм, это дорого. Есть подешевле. Ну, вот акция, допустим. Да, вот акция акции. это 90 гривен 200 грамм, да, получается? Нет, здесь, да, 200 грамм. Ну, вот такие цены на сыр. Можно найти дешевле, можно найти с плесенью, видите, там всякие экзотические сыры. Творога, ну, очень много всякого выбора. Поэтому пойдем дальше. Сыры косички, видите, все это. Вот косичка, например, покажу вам. Цена за 100 грамм, 43 гривны. Ну, а сколько там? 146, ну, 146. 60 гривен. И- 230 гривен килограмм, я вижу сыры. Такие большие. Ну да, вот смотрите, вот это вот по Да. акции 320 гривен килограмм, 380, 350. Короче. И самый дешевый сыр из таких 210 гривен килограмм. То есть сыры это такое дело, Ну, знаешь. это же для гурманов, друзья, Да, смотрите, да, тут это- по 700 гривен килограмм вот эти все сыры с В плесенью. наше время с нашими средствами без работы нам на них можно только посмотреть. Молочные продукты, да. Да, вот мы нашли обычную молочную продукцию. Смотрите, обычное ходовое молоко жирностью 2,5%, 38 гривен. 38 гривен. Но это не литр, тут они, видите, как делают. Тут уже 800 грамм, по-моему. Ну, самая дешевая, я смотрю, 35 гривен яготинская, оно неплохое. И тут, ну да, 2,6%. Но вот смотри, если посмотреть на бутылку, на ней 870 грамм. Это не литр. Вот. Это Здесь без- всякое молоко есть. Вот, для- Это безлактозное молоко. Это вот, да. безлактозное, А если для брать толстых. обычное в пакетиках, смотрите, обычное в пакетиках самое дешевое получается 27. Да, дешевле. Но и то здесь 900 грамм, видите, литра уже сейчас нигде нету. И опять-таки 35 гривен, так,
64 можно купить 2 литра, да? Полтора. 1,5 литра 64. Ну, вот, Айран, вот мне очень нравится такой айран, кстати. да, мы Давай такой купим. покупаем, да. Вкусный солененький кефирчик такой получается. Турецкий айран. А здесь, кстати, вот, ну вот литры конкретно. Ну и самая ходовая сметана, это вот 15% такая яготинская сметана, стоит 39. 39 гривен. Есть чуть дешевле, есть вот 36 какого-то другого производителя, я не знаю, не покупал. 20%. Баночка, кто любит президент, 40 гривен. Так, друзья, мы подошли к мясному отделу в Новусе и хотим сравнить цены в Новусе и на рынке. Мы там смотрели уже на рынке в начале видео, а теперь вот тут мы подошли, это телятина и говядина здесь. Почем килограмм? Я вот просто У меня глаза разбиваются, потому что непонятно, да? вот это вот кусочек стоит 270, почти 300 гривен килограмм. Вот ребрышки стоят за 1 килограмм 429 гривен за это яловичина. Говядина. Говядина, да. То есть ошеек стоит 230 гривен, ошеек яловичина 230 Вот эта вот цена гривен. уже такая, как на рынке, да? Вот эта вот цена такая, как на рынке, но остальное, ребрышки там были гораздо дешевле. Там были ребрышки дешевле по 140, по-моему, гривен спрашивали. Ну, потому что разные ребрышки, я не знаю. Так, это свинина у нас идет. Ну да. Свинина стоит уже дешевле. Свинина, видишь, по 190 гривен килограмм, 180 гривен килограмм. То есть почти такая же, как на рынке. То есть ничего страшного, можно на рынке. На рынке дешевле. На рынке свинину можно купить за 180, да, получается? Вот за 160 есть какие-то. Да, Я да. не вижу, правда, из какой-то части. но- Стыдно. Стыдно. Самое лучшее это ошеек, но я что-то не вижу. Ты знаешь, тут разные куски. Вот ошеек свиной стоит 180 гривен, а мы почем купили? Ой, я уже забыла, ладно, там посмотрим видео. Там все записано. Так, дальше, что тут еще есть? Смотри. Я беру здесь фарш. Вот фарш мне нравится. Добрый. Можно мы подивимося просто? Фарш с курячего филе, значит, килограмм 179 гривен. Вот. И я еще люблю брать со фарш индюшины 249 гривен килограмм. Фарш курячий 159 гривен. То есть можно смесь сделать очень хорошо. И свинина 179 гривен килограмм. То есть ты берешь фарш, делаешь котлетки, тоже надолго хватает, тоже очень хорошо. Так, этот шоу. Печень, печенка, значит, говяжья 96 гривен за килограмм, А свиная 77. То есть свинина дешевле, чем говядина. Курица. Так, стегно курячее 102 гривны, филе курячее 144 За килограмм? за килограмм. Гамилка, то есть это ножка, сколько стоит? 79 гривен, дешевле всего ножки, по-моему. Крылья, значит, 90, 100 гривен крылья. Что еще есть? Курица. Это уже домашняя написано курица, видишь? Она стоит 144 гривны килограмм, курица домашняя. Ага. Ну, там где-то 1,5 килограмма. Ну вот. Его нашли. Сало, то есть сало та же самая цена, как и на рынке. То есть на рынке 220 гривен, да, это та же самая цена, только тут оно может быть вкус другой. То есть на рынке ты можешь попробовать, а тут уже какое есть, и оно одно. Да. Видишь, копченые Копчености штучки, всякие. да, такие. Так, друзья, теперь самое интересное, это алкоголь. Почем здесь пиво и почем водка, коньяк и всякие другие напитки. Смотрите, вот какое-то пиво. Я, честно говоря, сейчас с лета уже давно не пил пиво, и
Тут разные сорта, некоторые из них вообще непонятны. Ну, Жигулевская, смотри. мне кажется, это очень дешевая цена. Вообще зимой всегда цена на пиво падает, потому что зимой его почти никто не Это пьет. бутылка 14 гривен. Да, бутылка 14 гривен, это очень дешево. А вот вообще какая-то прекрасная цена, 7 гривен за бутылку пива. В Нет, Музе слушай, бывают очень классные акции, даже дешевле, чем в АТБ, в дешевом супермаркете. в общем, я, наверное, начал с самого дешевого, видите, и здесь, если я не понимаю, это же все-таки классическое, это же не безалкогольное, да? Ну да, да, вот какие-то обороты здесь написаны. Смотрите, какие прекрасные цены. А вообще, конечно, цена на нормальное пиво уже идет вот так вот пониже, под 30 гривен, 31. Ну вот в пределах 30 гривен, вот есть 36 какое-то импортное, Я не вижу Авалон, которая мы пьем Авалон. Я его 5, ой, 55 есть бланш. Ну а да, ладно, не видит пиво Абалон, которое мы любили раньше. А нет, вот здесь более-менее. А, вот еще, Да, смотрите, пиво, которое Львовское, более качественное, я думаю, да? Туборг, всем известная марка. Вот стоит 30 гривен. Ну, в общем, пиво где-то приблизительно, нормальное пиво около 30 гривен, бутылка пол-литровая. Вот такая цена. Дальше не будем на ней останавливаться. Давайте посмотрим. Черниговские 32 гривны, да, 32-40 гривен. Вот так вот. Большие бутылки, кто любит много пива, тоже очень выгодно, наверное, я так думаю, покупать, допустим, львивское пиво, вот 73 гривны ты покупаешь, и тебе больше ничего не надо. Смотри, как хорошо. Это видишь? 2 литра. Ну, Точно? Это 2,3. Интересно. ну вот, пожалуйста, 2,3, сколько там? 4 бутылки за 73 гривны, да? Ну что, давайте посмотрим на водку. Водка начинается с самой дорогой. Смотрите, вот какая-то водка Абсолют 560 гривен. А здесь больше литра. Здесь нет, здесь ровно литр написано. Вот, и Это дальше. акция. Нет, даже. нет, это Да, не это- акция. Вот акция. А это уже на другую водку. Все, друзья, смотрите, я эти не пробовал все напитки. Просто вам показываю. Это вот начал я с дорогих водок. Дальше идут водки подешевле чуть-чуть. Ну, например, Как вот для водки, я смотрю, такие столичные. Все равно дорого, да? Это не, это все равно дорогие идут водки. Мы этого всего не пробовали, я не знаю. Честно говоря, мы любим виски, но виски очень дорогие. Поэтому мы редко покупаем. Так, водка Хлебный казацкая дар, рада. да, считается, типа, да? Я не знаю. Так, смотрите, давайте перейдем Да? к самым дешевым водкам. Вот уже подешевле вижу какая-то. Давай самую дешевую хлебный водку. дар. Все-таки люди, знаешь, которые любят выпить, они ищут самую дешевую водку. Хорошо, Просто. давайте найдем самую дешевую У водку. людей стресс, война, они идут в магазин и ищут самую дешевую водку. Пока не вижу. Воздух не самый дешевый. Ну, вы знаете, что-то такое, вот как бы за 40 гривен пол-литра, такой уже, наверное, нету. Немиров 134 гривны пол-литра. То есть дешевого алкоголя нет. Да? 124 самая дешевая бутылка, да? 200 гривен. Сейчас, друзья, Возможно, не там ищем. Возможно, вот это, наверное, самое дешевое, но смотрите, это же не пол-литра, это же маленькая. А пол-литровая будет 118 гривен. Хлебный дар 0,5. Вот это вот самая дешевая водка во всем Новусе. Наш любимый виски. Смотри. Отдел. Да, отдел из виски. Мы если пьем, то только виски. И то, когда есть деньги. В последнее время трезвенниками живем, потому что вот как бы водку пить не можем, а виски дорого. Ну давайте посмотрим. Red Label стоит 369 гривен пол-литра. Теперь Бейлис. Что-то здесь не написано. Вот, 400 гривен пол-литра. Но я вам скажу, Бейлис можно найти за 300 гривен вот такую бутылку в других магазинах. Это я вам точно могу сказать. Джек Дэниелс 479 гривен. А здесь сколько? 0,5, да. Это вот из хороших виски. От Джемерсон хорошие виски, но здесь 420 гривен, но здесь 0,35, видите, Джемерсон.
уже 0,7 будет стоить 579 гривен. Джек Дэниелс есть 499 гривен. Да, 500 гривен. Если И... там водка стоит 300, то лучше уже взять. Конечно, да. Водка настолько дорогая, что я советую пить виски. Или же коньяк тогда. И еще что мы любим? Мы любим ром Капитан Морган. Посмотрите, это большая бутылка литровая, она стоит 460 гривен. А мы покупали последний раз пол-литровую за 300 я брал, но не здесь. А здесь я не вижу, сколько она стоит. Даже цены не вижу. Где? Непонятно, сколько стоит. С ценами путаница. Ну и всякие неизвестные мне напитки. Смотри, ликерчик хороший. Егермейстер. В общем, вот мы, Купили на 420 гривен товара. да, Ну, такой кулечек. да. мы Вы вам видели, что покажем. мы покупали, это все стоит 420 гривен. Ну и плюс мясо, которое мы купили на рынке, мы купили на 600 гривен. Это получается в сумме 1020 гривен. Да. Вот обычно мы на неделю столько и закупаем. То есть на Да, неделю... нам хватает на неделю, даже больше, потому что у нас есть свои закрывашки, у нас есть свои засыпки, которые мы закупили еще, затарили летом. У нас есть мука, ну, в общем, сухари даже есть на всякий случай, консервы, консервация, в общем, вот так вот еды, поэтому нам хватает 1000 гривен в неделю, и в месяц нам где-то, 4000 на еду. Да, только на еду 4000. Это мы можем сказать Это без бензина, без квартиры. за ноябрь точно. Ну а потом позже мы вам расскажем, сколько мы тратим на квартиру, на что еще, на бензин и на другие расходы. Да, кстати, в Ноусе нам не удалось все продукты снять. Мы хотели вам еще сахар посмотреть, соль и засыпки какие-то, но к нам подошел Самое человек, главное. подошел охранник и сказал: нельзя снимать цены, идите отсюда. Ну, Не, хорошо. он очень вежливо сказал, он не ругался, ничего. Вы, конечно, нельзя. И мы как бы так поняли, что если мы будем дальше продолжать, нас просто заставят стереть все, что мы сняли. Мы, Да. в общем, Поэтому сделали ноги и поедем сейчас в другой супермаркет, посмотрим там цены. чуть-чуть еще вот засыпки надо все равно озвучить, поэтому надо Да, будет это зайти. основная. Найдем работающий супермаркет и покажем вам. Сегодня четверг, рабочий день. Вы видели, какой трафик на дороге в Ирпене. Достаточно оживленно. Сегодня у нас солнечно, редкая такая погода, потому что было все время пасмурно. Морозец, света в городе нету, но вода есть. Есть мобильная связь, интернет мобильный. Ну и некоторые супермаркеты все-таки работают. Вот, например, мы подъехали к Трэшу. Трэш или Траш, как правильно говорить, даже не знаю. И мы в него зайдем и очень аккуратно, тихонько поснимаем, так, чтобы не видели санитары, да? А вот он, картина Ирпеня немножко. Слышите, генератор работает на генераторе. А вот это охранник стоит, а точнее он сидит. И кого-то ждет, кстати, наверное.
Сюда. Так, вкусное масло. Очень важно. Кстати, нам тоже надо взять. Вот самое дешевое я вижу по 50 гривен. Да, хорошо. Но там 850 грамм. Это не литр. 60 гривен. Это 228, 3 литра. 228. Так, сахар 35. Так, борошно. Борошно стоит 2 килограмма 39 гривен. Мука. Гречка 92 гривны килограмм. Видишь? Рис 52 гривны. Крупа булгур 45 гривен. Рис, значит, манная крупа 18, пшено 18, горох 16 гривен, самый дешевый, да? Ячневая крупа, вот самая дешевая 16 тоже нужно. Так, макароны у нас почему самые дешевые? 26 гривен килограмм, самые дешевые. Так, вот 67, это уже такие покруче макароны. Ну вот мивина, кстати, очень хорошо сейчас, знаешь, но это не это мивина, да? Ну, это Наподобие. пюре 36-40 гривен, это дорого. Вот соль, то есть, а ну сколько она? 17,99. Это килограмм. Ну, да, 750 грамм. Это какая-то импортная соль. И это тоже, по-моему, соль, да? 23 гривны. Ага. Нашей привычной соли нету. Это я не вижу. Да, ну, хоть какая-то есть. 73 гривны. Масло. Самое дорогое. Ага. Что-то сильно дорого. Еще один нюанс про магазины в Ирпене. В Ноусе мы рассчитывались терминалом, то есть без наличкой с карточки. А здесь в Трэше, несмотря на то, что он тоже работает на генераторе, Да. пришлось рассчитываться наличкой. А нам это неудобно, потому что сейчас наличка в цене, сейчас... Да, вы видели, какая очередь стояла за наличкой в банкомат Приватбанка в Новусе? Люди все хотят снять наличку, видимо... еще угрожали же россияне, что положат нашу банковскую систему. Короче, все быстрее хотят снять наличку, покупать как можно, тратить свои безналичные деньги. Поэтому мы тут как бы немного купили. Ну и в конце мы вам обещали рассказать, сколько мы потратили денег за ноябрь. Смотрите, в сумме мы посчитали все вместе. Еда, оплата квартиры, бензин и прочие мелкие расходы составила 10 тысяч гривен всего лишь. Представьте. Вот так мы экономно сейчас живем. Это только за ноябрь, потому что очень трудно посчитать вообще, там, скажем, за предыдущие месяца, потому что там были другие расходы, там мы больше ездили. Тратили на бензин. Да, покупали что-то. Да, а сейчас вообще экономия идет в основном на еде, потому что я очень много она закрывала. То есть мы закрыли, мы закупили тушенку. Это еще было летом, она была еще по 50 гривен, сейчас она уже по 100 гривен. То есть покупали помидоры, огурцы, кабачковую икру закрывали, лечо, варенье, закупили сахар, масло, крупы. То есть мы затарились по полной. Дома у нас даже сухари насушили. Пока был свет, я в духовке осушила сухари, поэтому как бы нам на еду хватает 1000 в неделю, мы посчитали, где-то 4000 в месяц. То есть это мало, это в общем-то на двоих. Дальше, вот смотрите, 4000 на еду, потом 2000 это у нас оплата квартиры, то есть коммунальные услуги, там ЖЭК, электричество, вода и газ в сумме 2000 Опять-таки занимает. в этом месяце они сэкономились, потому что не было света, не было воды очень часто. Но газ мы жгли, газ да. был, да, газом мы И дальше 1000 у нас приблизительно уходит на бензин, ушла на бензин в ноябре.
И остается 2000 из 10, которые ушли вот на разные Кофе. мелкие расходы. Да, кофе, там походы в гости куда-нибудь, подарочки детям, что там еще? Бутылка виски, ну, Ну, иногда надо, да. да. И вот, в принципе, так мы и живем. Мы не можем сказать, что так живут остальные люди в Украине. У каждого свой доход, у каждого свой расход. Но у нас получилось вот так. Я думаю, вам, наверное, будет интересно. Делитесь в комментариях, на какую сумму вы проживаете. Ну, мы сейчас назвали сумму для двоих. Мы Но живем... мы очень мало едим. Вообще-то у нас, мы почему, наверное, такие худые, мы едим практически один раз в день. Ну, чуть-чуть привираешь, конечно. Утром чай с чем-то, ну вот как бы вечером тоже там можем там фрукты какие-то там что-то. Вот и так нормально едим мы один раз в день. И нам этого хватает, поэтому, наверное, у нас экономно на еде. Потом мы не привередливые, ну едим, готовим вкусно. Стараемся вкусненько есть. Ну, Хотелось один бы раз. услышать от вас, как вы тратите деньги, хватит ли вам такой суммы на двоих, 10 тысяч в месяц. Ну, интересно будет знать. Спасибо Да. всем за просмотры. Хочу пожелать вам мира, добра, чтобы побыстрее кончилась эта война, чтобы мы все зажили счастливой мирной жизнью. И пока, до новых видео.